Сегодня у нас встреча на тему «Подсознание может все». Вы все прекрасно знаете, здесь собрались эксперты, многие из вас, которые знают, и даже не эксперты, которые прекрасно знают, что такое подсознание. Если помните схему айсберга, где только 5-10% находится наверху, это верхушка айсберга, которая является областью нашего сознания. То есть только 5-10% контролируется нашим сознанием, осознанным. То есть когда мы что-то решаем, что-то начинаем делать и действуем. Но 90-95% находится именно под водой. Это область айсберга, которая невидима нам. Вот эта область и есть подсознание, или, вернее сказать, бессознательное, которая, собственно, и рулит нашей жизнью, потому что, сами понимаете, 5-10 или 90-95, что больше? Естественно, 90-95. Получается, подсознание, оно рулит нашей жизнью. И если мы неосознанные, если мы не понимаем этого, если мы не знаем, какие у нас действуют программы, убеждения, какие эмоции мы испытываем, и как мы под влиянием эмоций можем реагировать на те или иные ситуации в нашей жизни или на людей вокруг нас, то сами понимаете, что мы сами таким образом и создаем свою жизнь. Потому что, если помните, высказывание такое, 10% это то, что происходит с нами, и 90% то, как мы реагируем на события в нашей жизни. Поэтому, сами понимаете, от того, как мы реагируем на события в нашей жизни, и влияет, это и будет влиять на нашу жизнь. И вот поэтому на курсе по психосоматике, курс «Психосоматика 2.0», где вы сможете понять, какие эмоции вызывают у вас те или иные ситуации, почему вы так реагируете. А ведь все это началось когда-то в детстве, понимаете? То есть мы реагируем не просто потому, что мы так реагируем, да? Мы так реагируем, потому что когда-то в детстве именно вот такая реакция на события записалась в нашем подсознании. А почему именно такая реакция? Вот если поставить, скажем, 10 человек, да, ну хоть 100 человек, у каждого будет своя реакция, уникальная для этого человека реакция, совершенно не похожая на реакцию другого человека. Почему, скажете вы? А потому что каждый человек уникальный. У него своя история. Это, во-первых, история нашей личности, да, наши детские травмы, которая, в свою очередь, связана с нашим родом. У каждого человека своя родовая линия. В каждой родовой линии на нас влияет огромное количество людей. По маме, по папе. Естественно, у каждого они разные, да? Потому что каждый человек живет в своих определенных ситуациях. Вот. И даже если взять двух, даже близнецов иногда, да, они будут по-разному реагировать на ситуации. Вот. Поэтому, естественно, у нас родовые программы тоже влияют на нашу жизнь. И затем еще опыт нашей души, прошлой жизни, тоже влияет на нашу теперешнюю жизнь. Таким образом, это очень уникальная история у каждого человека, и она никак не может повториться. Вот, как я сказала, даже брат или два брата, две сестры в одной семье, или даже близнецы, они будут по-разному реагировать на одни и те же ситуации, потому что у каждого ребенка будет именно свое отношение к роду, какую программу рода он будет наследовать, это все играет роль. Естественно, каждый ребенок, даже в одной и той же семье, будет совершенно уникальной личностью. Как мы говорим, каждый приходит со своей душой, у которой свой опыт, свой план, свои уроки,
Даже если они воплотились в одной семье, это не значит, что они похожи. Вот поэтому, когда вы все поймете, какая история у вас записана, какой план вашей души, какие уроки вам нужно пройти, то потом, знаете, что меняя наше отношение к событиям прошлого, мы меняем свое будущее. Представляете, как это потрясающе? То есть мы идем в какие-то ситуации в прошлом, где у вас записались какие-то негативные программы. И когда мы там рассматриваем эти ситуации, а там может быть много, несколько, цепочка таких ситуаций. Понимаете, там не только одна ситуация, может быть целый ряд ситуаций. И иногда это происходит даже не от вас, потому что когда-то, когда вы были еще в утробе мамы, а может быть даже до зачатия, вы записали ее состояние, ее страхи, сомнения, какие-то ее решения, которые она приняла. Естественно, это все будет влиять на вашу историю, на то, как вы относитесь к тем или иным ситуациям в вашей жизни. И на самом деле это очень интересно. Это, знаете, вот как прочитать книгу о себе. Знаете, потому что если человек живет неосознанно, и он не понимает, почему он так живет, почему у него нет денег, почему у него нет отношений, или почему у него такие созависимые отношения, почему он никак не может проявиться и ходит на нелюбимую работу. И когда вы поймете, почему это происходит, представляете, достаточно осознания, это уже будет, можно сказать, половина работы. И дальше вы уже с этими знаниями можете пойти и начать менять свою жизнь. Конечно, это будет нелегко, но это, это и есть смысл нашей жизни. Понимаете? Осознать то, какие у нас программы, почему мы их загрузили, почему мы следуем им. И затем, наконец, осознанно начать создавать свою жизнь. До тех пор, пока мы живем по чужим программам, мы биороботы. Мы биороботы, мы не живем своей жизнью. Понимаете? Мы находимся в состоянии жертвы. Понимаете? Но как только мы осознаем, что да, до этого я жила по программам мамы, по программам своей бабушки, да, как только мы это поняли, мы уже вооружились знаниями. И потом мы начинаем потихонечку, шажочками менять эти программы. Эта работа требует высокой осознанности, высокого понимания и огромной любви к себе, потому что человек, который себя не любит, он не решится на такой шаг.